Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы погрузимся в захватывающий мир археологии и расскажем вам о находках, которые до сих пор вызывают множество вопросов. Каждый день археологи открывают новые артефакты, которые могут изменить наше представление о прошлом. Но некоторые из них остаются неразгаданными головоломками даже спустя многие годы исследований. От загадочных каменных конструкций, древних рукописей до странных фигурок и других необычных предметов, найденных в самых неожиданных местах. Каждое открытие становится поводом для новых теорий и дискуссий. Почему древние люди создали эти артефакты, как они использовались и что они могут рассказать нам о жизни наших предков. Приготовьтесь к путешествию в прошлое, полное тайн и открытий, которые могут изменить наше восприятие истории человечества. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить новые увлекательные выпуски. А теперь поехали! Мумифицированные головы животных в храме фараона Рамзеса II, Египет. Археологическая миссия из Нью-Йоркского университета провела раскопки в древнем городе Абидос на территории храма Рамзеса II. И там археологов ждала удивительная и одновременно пугающая находка – более 2000 мумифицированных бараньих голов. Открытие было сделано примерно в 430 километрах к югу от Каира. Помимо бараньих голов, археологи также обнаружили группу мумифицированных собак, диких коз, коров, оленей и страуса. Возраст некоторых находок оценивается в 4300 лет. Но кто и, главное, зачем мумифицировал бедных животных? Есть предположение, что все они служили подношением почившему правителю. Однако умер Рамзес II в 1213 году до нашей эры, а подарки оставили почти через 1000 лет после его кончины. Кроме того, есть версия, что так египтяне пытались провести религиозный ритуал и оживить Рамзеса. Тем не менее, узнать истинное предназначение этих голов не удается до сих пор. Гигантские каменные шары Коста-Рики. В 30-е годы прошлого века недалеко от Тихоокеанского побережья Коста-Рики были найдены загадочные каменные шары идеальной формы. Всего было обнаружено более 300 петросфер. Самые большие достигали 3 метров в диаметре и весили около 16 тонн. А самые маленькие были не больше детского мяча и имели всего около 10 сантиметров в поперечнике. Шары располагались поодиночке группами от 3 до полусотни штук, иногда образуя геометрические фигуры. Ученые предполагают, что их создали представители доколумбовой культуры Дикис в период с 800 по 1550 годы. Хотя сферы могли появиться на островах Коста-Рики и ранее, с какой целью местные жители создавали их и каким образом остается загадкой. Возможно, камни приобрели шарообразную форму естественным путем в результате действия воды. Некоторые археологи полагают, что петросферы являлись символами планет, либо служили для обозначения границ между землями разных племен. Подтверждений никаких нет, ведь ученые не имеют полной информации о местах их первоначального размещения. Коллекция Джульс Руда, Мексика. Эту коллекцию Вальдемар Джульс Руд начал собирать еще в 1944 году, проводя тщательные раскопки близ города Акамбара в Мексике. Всего ему удалось собрать 37 тысяч артефактов. Это поразительно, но здесь нет ни одного повторяющегося экземпляра. Коллекцию составляли несколько основных видов находок – керамика, скульптуры из камня, музыкальные инструменты, маски, инструменты из обсидиана и нефрита. Наиболее многочисленными были статуэтки из различных сортов глины, выполненные в технике ручной лепки и обожженные методом открытого обжига. Помимо этого из земли достали статуэтки динозавров в тандеме с человеком и других вымерших животных, которые современные ученые идентифицировать не могут. Выходит, что мы знаем крайне мало о тех животных, которые населяли нашу планету. Ученые тут же пришли в бешенство. Признать находки подлинными значило отменить теорию происхождения видов. Джульс Руду заявили, что его обманули и коллекция является подделкой. Однако анализ показал, что возраст некоторых подделок равен 3500 годам, поэтому никаких сомнений быть не может, находки исторически реальны. Но вопросы, что за культура положила руку к их созданию, почему эти образы настолько реалистичны, остаются. Манускрипт Войнича. Манускрипт Войнича – древняя книга на неизвестном языке, которую в начале 20 века нашел польский антиквар Вильфрид Войнич.
Это примерно 240 страниц, испещренных рисунками и загадочными письменами, написанными на пергаменте, довольно обычными в период от раннего Средневековья до XIX века железистыми чернилами. Судя по радиоуглеродному анализу, книга была изготовлена в начале XV века. Книга не раз переходила из рук в руки, а расшифровать ее пытаются начиная с 1912 года. Но лингвисты, криптографы, математики всего мира заходят в тупик. Письмена, которые использовал автор, не совпадают ни с одной известной азбукой, да и имя самого автора неизвестно. Некоторые ученые считают манускрипт талантливой мистификацией. Другие уверены, что это осмысленный текст, написанный на исчезнувшем или искусственном языке. Так или иначе, манускрипт Войнича до сих пор пленяет и завораживает, ведь старинная загадка оказалась не по зубам многим поколениям исследователей. Карта Пири-Рейса. Это географическая карта мира, созданная в Константинополе в 1513 году адмиралом турецкого флота Пири-Рейсом. Это карта, которой не может быть, и сейчас вы поймете почему. Карта Пири-Рейса изображает береговую линию Южной Америки, Северной Америки и Западной Африки, а также несколько смежных островов. Однако на этой карте есть нечто удивительное. Она изображает южную часть Антарктиды с невероятной точностью за 300 лет до открытия Южного континента. Есть реки и горы, которые соответствуют топографическим особенностям южной части Антарктиды. Как такое возможно? На карте Пири-Рейса мы видим берег Антарктиды, еще не покрытый льдом, с трудом поддается осмыслению. Ведь современный облик береговой линии Южного континента отличается мощным ледяным покровом, выходящим далеко за пределы реальной суши. Получается, что Пири-Рейс пользовался источниками, которые составили люди, видевшие Антарктиду до оледенения. А карта иллюстрирует знания, которые выходят за пределы своего времени. Историки и ученые по всему миру так и не нашли ответ на вопрос: могли ли люди тысячи лет назад плавать от полюса до полюса? Египетские иероглифы в Австралии. Эти загадочные иероглифы на протяжении почти сотни лет были частью местного фольклора. В самом факте их существования не было бы ничего удивительного, если бы не одно «но». Оказалось, что эти иероглифы являются древнеегипетскими. Надписи выполнены на отвесных скалах, разделенных расщелиной. Всего в 100 километрах на север от Сиднея было найдено 250 иероглифов. Часть из них легко узнаваема, а часть нет. Причем относятся они к самой архаичной из известных нам форм древнеегипетской письменности. Как они здесь оказались и кто их высекал? Ответа нет. Да и о присутствии древних египтян в Австралии в учебниках по истории не упоминается. Однако, по мнению специалистов, египтяне обладали очень развитым по тем временам морским флотом и вполне могли доплыть на своих судах до Австралии. Эти открытия представляют собой настоящий перелом в научном историческом познании нашего мира. А может, все это не имеет никакого смысла? Может, это просто современное декоративное граффити с использованием египетских знаков? Так много вопросов, так мало ответов. Карнакские камни. Франция. Карнакскими камнями условно называют крупнейшее в мире скопление мегалитических сооружений около французского поселка Карнак в регионе Британии. Всего исследователи насчитали более 3000 мегалитов. Возраст некоторых из них датируется 4500 лет до нашей эры. Самый высокий отдельно стоящий камень имеет высоту 6,5 метров. Что это и зачем? Около 7000 лет назад люди жили трудно. Скудную пищу добывали мучительно, от непогоды укрывались в плетеных, продуваемых ветрами домах. Но, тем не менее, они нашли время и силы для того, чтобы дотащить тысячи камней на выбранную площадку и выстроить их в определенном порядке. Мистика какая-то. Пока еще никто не разгадал истинного предназначения карнакских камней. Одни полагают, что камни имели астрономическое значение, другие считают, что это были сакральные площадки для проведения ритуалов или принесения жертв. И есть версия, что это было место сожжения и погребения тел. Однако человеческих останков в Карнаке ученые не нашли. Римские додекаэдры. Римские додекаэдры — это пустотелые многогранники из 12 правильных пятиугольников, в каждом из которых сделаны круглые отверстия разного диаметра, а на углах соединений граней — маленькие шарики. Чаще всего предметы выполнены из бронзы, реже из железа и камня. Размеры додекаэдров варьируются от 4 до 11 сантиметров в диаметре. Все они датированы 1-3 веками нашей эры.
Археологи находили додекаэдры на территории Западной Европы, в захоронениях людей, в кладах монет, на развалинах, в шкатулке с женскими украшениями. Их назначение ученые не могли раскрыть сотни лет. В исторических описаниях о додекаэдрах не было упомянуто. Ученые выдвигали множество версий. Зачем были нужны эти предметы? Наиболее близкое к действительности предположение высказали в 1907 году, заявив, что это подсвечник. Также есть версия о магическом предназначении предметов. Возможно, додекаэдры использовали для предсказания судьбы и колдовства, поэтому уже в христианский период могло быть запрещено их применение. Тем не менее, их назначение до сих пор обсуждается, поскольку они слишком сложны в изготовлении и часто не имеют следов использования. Долина кувшинов, Лаос. В лаосской провинции Сианкуанг расположилась удивительная и пока мало изученная достопримечательность этой страны – долина кувшинов. У подножия Анамского хребта прямо из земли выступают сотни огромных сосудов, которые выполнены из гранита, песчаника и скальных пород. Их диаметр составляет от полуметра до 3, а вес достигает 6 тонн. Происхождение и назначение каменных кувшинов до сих пор остается одной из главных археологических загадок Юго-Восточной Азии. Никто не знает, откуда и как они сюда попали. У лаосских крестьян есть поверье, что давным-давно на территории долины жили великаны. И именно они создали кувшины. Более приземленные легенды рассказывают о короле Кхунг-Чинг, который после значимой военной победы приказал создать большое количество сосудов для хранения рисового вина, необходимого для грандиозного пира. Все версии достаточно сомнительны. Несомненно одно – возраст гигантских камней не менее 2000 лет. Камень Кочно, Шотландия. Эта массивная каменная плита была обнаружена в 1887 году преподобным Джеймсом Харви, неподалеку от шотландского городка Уэст-Дарбантершир. Размеры камня Кочно 13 на 8 метров. Сама плита украшена петроглифами в виде кругов, линий и спиралей. Именно такая картина с преобладанием окружностей уникальна и нигде более не встречается. В научной среде до сих пор не утихают споры о том, что же изображено на камне. Карта звездного неба? А может, это ритуальный алтарь, чьи выемки наполнялись вином, молоком или кровью? Кто-то и вовсе считает, что Кочно – это портал между миром живых и мертвых, на котором нарисована инструкция по реинкарнации. Но все-таки большинство ученых сходятся во мнении, что замысловатые рисунки спиралей, линий и колец – это особый вид доисторического искусства, образцы которого можно увидеть во многих странах мира. Однако понять истинное предназначение камня Кочно пока не удалось. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. А как вы думаете, есть ли у человечества шанс разгадать все головоломки? Делитесь с нами в комментариях.